Всем привет! Google 6 августа неожиданно выкатила для всех официальную версию Android P. Назвали ее в честь пирога Pie. Предыдущая версия 8.1 у нас называлась в честь печенек Oreo. Сегодня я бы хотел показать, что появилось нового в Android P, а также сравнить пользовательский интерфейс с 8 Android. Вообще я сейчас покажу вот все наглядно, что изменилось в новом Android по сравнению с предыдущим. Итак, слева у нас Google Pixel 2 XL, на нем установлен Android 8.1 Oreo. Справа у нас Pixel 2, на нем уже установлен новый 9 Android. Давайте начнем с навигационной панели. Итак, традиционно много лет у нас присутствовали три навигационные клавиши в системе Android. Это назад, домой и вызов многозадачности. Как они работали? Кнопка назад работает таким образом. Мы, допустим, переходим в какое-нибудь меню, нажимаем назад и переключаемся назад. Домой возвращает нас на главный экран, многозадачность переходит к открытым приложениям. В 9 же андроиде у нас пропали три навигационные клавиши, осталась лишь одна единственная. Давайте продемонстрирую, как она работает. Раньше, чтобы перейти к меню приложения, мы свайпали просто так вверх. Сейчас же обычным свайпом мы переходим в режим многозадачности, про нее я расскажу попозже. Вторым свайпом мы переходим в меню приложений. Можно перейти сразу в меню приложений, если мы вот так вот свайпнем чуть-чуть выше середины экрана. То есть вот так вот задерживаем, либо медленно, либо просто вверх. Так вот свайпом переходим в меню приложения. Дальше мы можем переключаться по запущенным приложениям свайпом вправо или лево. Вот так вот она работает. Тянем вправо, идем влево, тянем влево, идем вправо. Кнопка назад она теперь контекстная, она вызывается тогда, когда нам нужно. Мы заходим в приложение. И у нас появляется такая кнопочка назад, нажимаем, переходим назад. То есть она у нас скрыта обычно и вызывается только тогда, когда нужно. Следующее, быстрое переключение между приложениями. Раньше, чтобы быстро переключиться между приложениями, нам надо было нажимать 2 раза на квадратик. Теперь же достаточно просто обычного свайпа вправо. И вот так вот у нас приложения быстро переключаются между двумя последними. Также, если вам не нужна новая навигационная панель, вы ее всегда можете выключить и перейти к старой. То есть вас не заставляют ей пользоваться. Мы переходим в систему, в жесты, коснуться кнопки главный экран и провести вверх. Отключаем, и у нас все вернулось на старые места. Следующее, новая многозадачность. Как раньше у нас выглядела многозадачность в Android Oreo 8.1 и начиная с 5 Android, насколько я помню. У нас такая вот вертикальная карусель. Мы могли вот так переключаться, листая снизу вверх. Теперь же, когда мы свайпаем один раз вверх, у нас появляется такая горизонтальная карусель. Наподобие того, что представили впервые в iOS, насколько я помню, с 8 или 9 версии. Вот так вот мы листаем влево или вправо. Поудобнее ли это по сравнению с тем, что было? Не могу сказать. В принципе, было очень удобно, как в старых версиях Android, в новой. Так надо будет привыкнуть. Также, когда мы вызываем многозадачность, у нас здесь предлагается 5 приложений, которые система думает, мы хотели бы открыть. Это не те приложения, которые мы выставили по умолчанию. Далее, переделанная шторка уведомлений. Как шторка уведомлений у нас выглядела на 8 Android. Сейчас она выглядит вот так вот. Двумя свайпами мы вызываем полностью все меню шторки. Одним свайпом проверяем уведомления. Так, вообще у Google в новой операционной системе появилась такая философия закругленности. То есть у нас пропали все острые углы, теперь у нас все закруглено. Изменились иконки вызова быстрых действий. Также, что у нас стало хуже? У нас пропало такое контекстное меню, когда мы быстренько могли, допустим, проверить все источники Wi-Fi. Сейчас это пропало, то есть мы тапаем, ничего нет снизу, либо вот Bluetooth тоже пропало, тут ищет Bluetooth и все. Как и раньше, мы могли быстро зажать иконку и перейти в меню. И теперь в 9 Android осталось только такое действие, то есть мы не можем теперь быстро подключаться к новым сетям, либо искать новое устройство по Bluetooth. Что стало удобнее? Меню стало более контрастное, то есть раньше у нас на белом фоне были черные иконки, которые активированы, и не всегда на самом деле понятно, работает она или нет. Теперь же у нас ярко выделенный цвет, и понятно, активирована иконка или нет. Дальше, что мне еще не понравилось в новой шторке уведомлений, так это то, что пропал, он не пропал, но они его запрятали, быстрый доступ к настройкам. Теперь, чтобы перейти к настройкам быстро, нам нужно свайпнуть 2 раза
В 8 же андроиде нам нужно было свайпнуть один раз, и, как мне кажется, это было удобнее. Зачем они это сделали? Ну, непонятно. Видимо, дизайнеры посчитали, что это выглядит как-то не лаконично. Новое управление звуком. Как мы управляли звуком в 8 андроиде? Мы нажимали на клавишу громкости, и сверху у нас вылезал ползунок громкости. Нажимали на стрелочку, и у нас раскрывалось полное меню с нашими доступными настройками по звуку. Теперь же, когда мы нажимаем на клавишу громкости, у нас вылазит иконка сбоку. Раньше по стандарту, когда мы меняли громкость звонка, то есть уведомлений и звонка на телефон. Теперь же у нас изначально меняется громкость мультимедиа, то есть то, что мы смотрим видео, YouTube или слушаем музыку. Также здесь появился быстрый доступ к переключению звука, например, на только вибрацию, либо полностью беззвучный, и быстрый переход к настройкам звука. В Android 9 переделали анимацию приложений. Как раньше у нас открывались приложения, мы нажимали, и они так вот как-то раскрывались непонятно, я даже не знаю, как это описать. Сейчас же сделали более похоже на iOS, то есть у нас приложение раскрывается из иконки, то есть нажимаем, и оно вот так вот, как будто бы издалека открывается. Выглядит на самом деле посимпатичнее, мне так нравится больше. Что вообще касается анимаций, стало приятнее немного. Я не могу сказать, что в 8 андроиде это было неприятно, то есть выглядело все хорошо, ощущалось прикольно, но в 9 они, видимо, над этим больше поработали и стало ощущаться более гармоничнее. В 9 андроиде добавили быстрое переключение для поворота экрана. Раньше, если бы мы заходили, допустим, куда-нибудь фотографию, нажимали, хотели ее посмотреть в горизонтальном режиме, нам приходилось вызывать шторку уведомлений, искать значок переворота экрана, переворачивать его, и вот оно переворачивается. В 9 же андроиде это дело намного упростили. Приходим в фотографии, ищем вот такую вот горизонтально. Теперь же не надо никуда идти, просто наклоняем смартфон, и у нас появляется кнопочка. Все, быстро переключились. Смотрели, нажали обратно. То есть кнопка ситуативна, и она не влияет на дальнейшее использование системы. То есть вот мы выключили, и она отключена. Это очень удобно, Google молодцы в этом плане. Наконец-то добавили редактор скриншотов, как мы раньше делали скриншоты. То есть мы нажимали нижнюю клавишу громкости и кнопку выключения, делался скриншот, мы его смотрели. Если бы я его хотел отредактировать, я шел в Google Photos, дальше нажимал на настройку и, допустим, я его хотел обрезать, все готово, сохранить. Теперь же я делаю скриншот, и мы его можем изменить сразу, никуда не заходя. Google как-то очень долго мутузили с этой функцией, мне кажется, могли добавить ее намного раньше, еще с 8 или 7 андроида. Ну, наконец-то она появилась, допустим, мы можем сразу что-нибудь пометить, карандашик, что-то написать. Появилась, хорошо, стало удобнее. Также появилась новая функция, так называемая Adaptive Battery. Теперь приложения, которые слишком сильно расходуют заряд батареи, у нас системой блокируются и не позволяют им долго работать в фоновом режиме, переключают их на слабые ядра процессора, которые потребляют слишком мало энергии. Тем самым мы экономим заряд батареи. Но на самом деле, как мне кажется, подобная функция уже была до 9 андроида. Допустим, мы переходили на настройку приложения и могли отключить работу в фоновом режиме. Возможно, они это как-то, невозможно, естественно, они этот процесс улучшили и сделали более наглядным для пользователей. Следующее, что появилось в 9 андроиде, теперь мы можем выбирать тему для системы. Раньше это работало автоматически, теперь же мы можем выбрать тему устройства на светлую или темную. Как выглядит светлая? То есть вот так вот у нас шторка уведомлений светлая, меню приложений тоже светлое. Так выглядит темная тема. На самом деле, что мне не нравится, это не совсем темный цвет, это такой темно-серый. Почему темный был бы лучше? Потому что сейчас на современных всех смартфонах у нас стоят AMOLED дисплеи, либо OLED, как на Pixel 2 XL, и там темные пиксели, они просто не подсвечиваются, тем самым мы экономим батарею. Зачем дизайнеры Android так делают, мне непонятно. Возможно, оно выглядит, конечно, не так красиво, когда прям совсем темный. Сделали бы дополнительно настолько очень темная тема, мне кажется, не помешало бы. Так у нас выглядит меню приложений в темной теме. Вот. А на 8 андроиде, повторюсь, это уже было, но это зависело от тона вашей обоины. Если обои были более светлые, то, соответственно, шторка и меню приложения у нас были в светлых тонах. Если же обоина была темных тонов,
то и автоматически все переключалось в темный режим. В 9-м Android добавили так называемую функцию Slices. Переводчики ее перевели как действие. Включается и выключается она в настройках лаунчера. Переходим в настройки, рекомендуемые и действия. Что это нам позволяет? Когда мы переходим в меню приложений, система предлагает нам какие-то два действия, которые, как она подразумевает, мы хотели бы сделать. Иногда на самом деле работает, но в процентах 80 случаев там просто бесполезные какие-то действия. Вот, и если нравится, можете оставить, если не нравится, отключайтесь. Также в 9-м Android переделали режим экономии батареи. Что я под этим подразумеваю? Раньше, когда мы включали режим энергосбережения, у нас отключались анимации, верхняя и нижняя часть переводилась в красные тона, чтобы мы ярко понимали, что мы в режиме экономии батареи. Теперь же, когда мы включаем режим экономии батареи, у нас анимации остаются, ничто в красный не переводится. Теперь пользоваться энергосберегающим режимом, по крайней мере, приятно, потому что до этого, когда вот у вас отключаются анимации, глазу прям, не больно, но не так приятно, когда вот у нас вот так все плавненько. В 9-м Android также добавили быстрый переход в беззвучный режим. Теперь, чтобы перейти в беззвучный режим, нам нужно зажать клавишу включения и клавишу регулировки громкости сверху. Так мы их зажимаем, все, и перешли в беззвучный режим. Также, что из такого нового и, возможно, полезного, добавили новое меню в специальных возможностях. Такой, опять же, некий аналог в iOS, не помню, как это называется, где была клавиша и там такие контекстные меню, кнопка питания та же была, либо запущенные приложения. Примерно то же самое добавили на Android 9. Такой появляется человечек. Опять же, это сделано для людей с ограниченными возможностями. Например, недавнее приложение, скриншот быстро сделать. Достаточно удобно. В общем, рассказал о всех таких новых функциях, которые, как мне кажется, будут полезными. По крайней мере, то, чем мы пользуемся каждый день. Естественно, что в самой системе произошло сотни нововведений и изменений. Просто это не так очевидно. И плюс что-то кроется под капотом. В целом ощущение системы понравилось, что-то новое, это всегда приятно. Что мне не понравилось, чтобы я, по крайней мере, изменил точно. Когда мы заходим в режим многозадачности, миниатюра приложения, она какая-то слишком квадратная. То есть, если мы используем философию того, что у нас вот здесь все закуклено, так, оно здесь видно, что немножко так закуклено, но давайте сделаем это более очевидно и глазу будет приятнее. Также мне не особо нравится, как они перерисовали настройки, то есть похож какую-то на китайскую систему, не знаю, там на MIUI. Я не говорю, что она плохая, но вот как она выглядела раньше, мне кажется, она выглядела как минимум серьезнее, симпатичнее. То есть зачем они добавили эти разноцветные менюшки? Я и так знаю, что, допустим, мне надо хранилище, я умею читать, либо мне нужна, я не знаю, батарея. Вот я вижу иконку батареи. В общем, сейчас у нас все разноцветное. То есть, если бы оно еще было где-то разноцветом, вот здесь они добавили цвет, но это для более контрастно, чтобы я понимал, что я активирую. Спасибо, если досмотрели до конца. Всем хорошего дня. Пока.